Друзья, привет! Сегодня второй день выставки, и я буду, как выразился один из подписчиков во вчерашнем видео, вашим шпионом. Сниму, что смогу, пытаюсь передать как можно больше, реально, как будто вы своими руками это потрогаете. И, наверное, пытаюсь увидеть мисс Макиту, дальше уже сегодня будет. Ну, смотрим, что будет. Смотрим. Друзья, и вы видите, мисс Макита подпишет наш канал «Золотая стружка». И теперь Элли, ее настоящее имя Элли Меллоу, мисс Макита. Настоящая мисс Макита, по-моему, их две девушки в 2016 году работают на весь мир для Макиты. Прилетела с Калифорнии, португальских корней. Очень приятная девчонка оказалась. Также она согласилась попозировать для нашего канала. И вот с этими пистолетами беспроводными макитовскими. Я говорю, что ну что, чуваки, завидуете? Ну завидуйте, завидуйте. Я тут с мисс Макитой типа фотографируюсь. Вот, там стояли люди. Женщина сказала: о, красиво смотришься, ребята. Там мужик сказал: ну, было все красиво, пока ты, чувак, в кадр не вошел. Конечно же, я согласился. Сказал: извините. Это экспозиция Веритаса. Она занимает самую большую площадь, пожалуй, на этой выставке деревообработки. Покажу как можно больше здесь, задержусь. В руках попробую подержать все новое и кое-что старое показать со всех сторон, как говорится. И сейчас я вот подошел к стенду, который будет показывать новые инструменты для этого года. Это я сейчас попросил, чтобы там рассказали. Вот такая база была сделана в этом году для Dremel. Вы видите боковой упор, там различные микронастройки. Вот это боковой упор, который меняет угол. То, что новое тоже для различных веритасовских рубанков. Этот маленький столик, это типа как, наверное, FMT, с такими отверстиями. Это маленькая версия, видите, как такая T-слот, в котором есть, кстати, различные зажимы, и отверстия там, в котором можно вставлять тоже какие-то системы различные. Это тоже новые. По-моему, он сказал, что 3 различных размера будут. Это маленькая, средняя и, соответственно, большая. И вот он еще показал, не дополнили свою коллекцию вот таким маленьким стружком, скребком миниатюрных инструментов в этом году. Я потом покажу еще и другие. Можно заказать себе различные ручки, передние и задние, под свою руку. Какая тебе больше нравится, там высокая, низкая. Для маленькой руки, для большой. Это, конечно, удобно. Дальше такой вот стенд, на котором сверху пилы стоят. А с боков он весь обвешан различными рубанками. Ну, давайте попробуем с этой стороны начать. Тут различные системы. Вы тут, наверное, уже сами поймете, что это такое. Все различные тут различные торцовочники с косым лезвием, с прямым, с упором и косым лезвием, железком. Каждый может подойти, в принципе, и взять, покрутить в руках и попробовать даже на досках. Там стоят рубанки, потом я покажу. Лезвие, которое PM11, по-моему. PMV11, да, так называется сплав. Дальше посмотрим. Какие-то мелкие пилочки, но я потом покажу более подробно пилы. А это какая-то для наждачки штуковина такая по 90 градусов. Наждачка наклеивается и потом делается. Маленькие долото миниатюрные. Это что-то тоже миниатюрненькое такое. По-моему, маленький стружочек. Ага. Я даже не знаю, для чего это. Это просто, может, подарочные какие-то штучки. Такой маленький фрезерный рубанок. Опять же, каких-то куча неторцовочников наделали, я даже не знаю. Так, здесь у нас стружки различные. С различными системами выброска железка. С различными профилями. Как вы видите. Круглые, выпуклые. Какие-то стружки, скребки. Большие вот такие вот. Вот такой вот у меня, мне нравится, он там работает. Они смоделировали классический какой-то, и там он работает и на выпуклые, и на вогнутые поверхности. Путем того, что переставляешь подошву.
Так, ну это вот понятно для чего. Далее идем. Это я там начал показывать какие-то мелкие опять инструменты просто для гномиков, можно сказать. Так, теперь у нас пилы. 14 зубов на дюйм. Это 16. 20. Ну и потом пошли более грубые 12. 14. Кто-то фальцгубель пробует. Это тоже не новые штуки, вот эти вот упоры. Мне нравятся эти вот веритасовские различные приспособки для работы с ручным инструментом. А с той стороны там были двойные такие зажимы были. Ну, давайте еще раз возвратимся к этому стенду. Это не обязательно Veritas здесь все инструменты, но в основном Veritas. Это как Lee Valley, они еще покупают и других тоже. Такие прижимы это тоже не новье, я их уже видел давно. Просто что они тут в одном месте собраны. Такие с низким профилем, с более высоким. Вот такие линейки, которые тоже вставляются, низкопрофильные. Это очень удобно для работы с рубанком. А, это залезло туда просто. Вот. Но они не дешевые, конечно. Неизвестные долото. Опять же, с порошковой стали некоторые. Тут не все Veritas. Там, вы видите, там Narix есть. Еще какая-то фирма. То, что Lee Valley продает. Вот эти вот веритасовские неплохие. SPM V11. Вот эта вот сталь, которая очень устойчивая и на удары, и на затупление, и в то же время точится относительно легко. Не обязательно алмазы нужны. Далее, что мы тут видим? Рейсмусы, линейки различные. Опять же, тут не все веритасовское. Это веритасовское, конечно. Малки я там вижу тоже, маленькие, большие. Тут двойные, одинарные. Некоторые попроще. В общем, на любой вкус и цвет. Что там еще было интересного? Малочка такая маленькая. Какие-то угольнички. А, ну вот эти штучки для разметки. Ласточкина хвоста. Можно покупать там 1 к 6, 1 к 5, там в зависимости от твердости древесины. Различный угол уклона помогает. Тяжеленькие латунные наконечники. Просила одного из этих дилеров, или как они называются, representatives, чтобы показал мне рубанок, который был последнего года, скажем так. И вот он сейчас нам покажет его. Сейчас он закончит с этим мужиком. Вот они там торцовочники обсуждали, почему этот дороже, этот дешевле. Значит, это тот именно этого года, последний. То есть, видите, как у него там эргономичный очень. Вот он покажет, как это работает. Он говорит, что это специально для того, чтобы торцевать, или чтобы 45-градусные, или типа того, торцовывать. У него была такая простая, вот эти вот салазки. А 45 градусов не было, но он просто показывает то, что есть.
Это более старая система была, видите, она на алюминиевой линейке ездила, как он показывает, это более старая. А это вроде как не нуждается в этой алюминиевой линейке. То есть я не знаю даже, лучше, хуже. Ну, по крайней мере, это последних разработки. Довольно-таки получилось аккуратно. Но это тут показывает, в общем-то, для чего в основном это используется. Вот такие вот майтеры делаются, 45-градусные. Довольно такая вот удобная там закругленная ручка, тяжеленький он. Специализированный рубанок, конечно. How much is it selling for? 329. Gotcha. Thank you so much. Wow. Yeah, I felt it. It was heavy. Thank you. Я все-таки хотел посмотреть еще раз на этот старую модель, скажем так. Тоже классно сделано. Там он точно очень ездит по этой алюминиевой направляющей. В общем-то, это, по-моему, даже не веритасовское изобретение. Там, по-моему, Инкра их делает, но, по крайней мере, вот эта машина имеет имя Веритас на себе. И, видимо, вот эти зажимчики тоже все веритасовские. Начинал там он что-то с 80, потом перешел на 180, потом что-то такое на 600 и потом на 1200. Он говорит, и это типа все. Таким образом он заусенец снимал, не знаю для чего, но так он делает. И он сказал, что тут он особо так не доводил уже на камнях, на водниках, потому что типа шоу там все равно затупит, вроде такого. Но в принципе можно было бы еще малек его подогнать. Ну, вот такая машинка, сделанная в Канаде. Там было написано, по крайней мере, это. А тут вот таким образом выставляется угол. Довольно-таки удобно. Ставится напротив обозначения. Таким образом этот зажимчик ставится на направляющую. А этот мужик показывает нам сейчас HVLP, то есть быстрая скорость, маленькое давление. Система отлично работает для распыления лака или красок на поверхности мебели или каких-то молдингов. Ну, такие турбины. То есть преимущество таких вот систем в том, что они меньше расходуют материала, лучше атомизируют материал, в отличие от компрессорных. Но, конечно, не дороже стоит. Ну, вот он показывает, как работает. Это более простая модель. Видите, он говорит вертикальная, такая более направленная и горизонтальная. То есть поворотом вот этой вот штуковины передней мы меняем. Там всего лишь одна настройка, вот в этой более простой системе. И таким образом она работает. В этой начальной системе только две настройки, то есть вот этот, то, что он показывал, и он еще меняет скорость поддува. Тогда линия стала толще. Пистолет вставляется прямо в эту турбинку и очень даже удобно. А теперь он покажет такую более уже продвинутую модель. Тоже их фирма Erlix. Вы видите, пистолет немножко более такой продвинутый. Имеет уже 3 регулировки, там добавляется скорость поступления воздуха. Этот стоит $500 на шоу, а маленький 300 стоит. Я не специалист, не очень понимаю в этом. Ну и турбина немножко помощнее. То есть различные настройки. Специалисты поймут. Немножко вроде даже и получше брызгает, насколько так видно. Так он говорит, что он уменьшает скорость поступления воздуха. Но вот так она детально, довольно-таки направлена. Хорошо получается. Говорит, что легко их чистить, это минут 15. И очень удобное в употреблении. Твердосплавные сверла. Для дрели, еще для чего-то. Причем они сделаны не из алмаза, а из какого-то сплава. Там какой-то магнезий, никель, титан. И вот то, что он показывает, что он берет все, что угодно. И керамику, и железо, и каленое железо, нержавейку, пожалуйста. И он говорит, что в отличие от карбида, он не колется. Об диск стучал. В то же время он сильно не тупится. Вот, смотрите, диск тормозной сверлит он ею.
То есть какой-то сплав, который не только такой твердосплавный, но еще и не хрупкий. И потом он еще показывал, вот видите, он все, плитку просверлил, там диск, там напильники он сверлил. И потом он показывает, что обычное сверло плохо для пригрева, а это можно нагревать и без проблем. И даже дерево, вот он говорит, любой материал сверлит. И вот он сейчас покажет, в эту доску воткнет его и на бок так его положит немного, чтобы она же там задымится, чтобы она черная стала. И он говорит, что это ничего плохого не делает этому сплаву. То есть ему пофиг это. Потом просто берешь в кирпич его просто вернул, чтобы почистить его, и все. И он у тебя как новый. Смотрите, он прямо в этот блок раз, и он опять стал блестящим. Он говорит, все, что нужно сделать. Я переспросил у него, что это? Это сплав магнезия, никеля, титана. И он как победит по твердости, но не хрупкий. И почти как алмаз. Медленно тупится и также устойчив к высоким температурам. Он говорит, что когда там происходит такое нагревание красное, это где-то около 1600 по Фаренгейту, и он, напильник, может так раз 90 просверлить перед тем, как этот сплав начнет заметно тупиться. Это такой принтер лазерный, на самом деле лазерный, с помощью которого можно делать гравировки. Даже такие трехмерные можно делать немножко. Я тут по-наглому прям залез к ним. Смотрите, даже фотография принесена. Это вот название компании. Сейчас мы посмотрим, как она работает. Вот это она в реальном времени. Эта головка вот так летает, аж вот пахнет вот как дымом таким выжигателя. Вот то, что он тоже нарезал прямо на моих глазах. Такие штучки. Какие-то коробочки он там делал тоже. Далее такие вот весцы различные для токарного станка. Ну, это премиальные все, конечно. Они там все по 50, по 100 долларов. Покажу просто. Раз уже там. Короче, все для токарника здесь. Траберт Сорби. У меня есть пару резцов их. Хорошие английские резцы. Также были люди, которые просто показывали какие-то свои изделия, то, что их клуб делает. Здесь вот ребенок попался. Было интересно снять, как он играется с этими машинками. Есть такие целые какие-то гильды, клубы, которые такими вещами занимаются. И координаты, если хочешь к ним записаться. Видите, причем это все местное, балтиморское. Можно записаться с ними тоже, там ходить машинки делать. Ну, мужики на пенсии, может, у них делать, так машинки клепают, большие дети. Это, опять же, различные мастеровые. Изделия, в общем-то, от таких примитивных до достаточно солидных. Ну, вот тут довольно-таки сосуды солидные, я бы сказал. Это уже повыше классом, конечно. Там можно у них узнать, как это делалось. Можно, видимо, к ним прийти. Там где-то они собираются тоже. Вот эти игрушки даже продавались. Причем я так удивился, что даже не так, чтобы уже сильно дорого. Там долларов 50. Как вертолет стоил, или 40. По-моему, это называется интарсит. Это известный мужик, по-моему, из Калифорнии, Ричард. Он разрешил, к сожалению, мне снимать
сам семинар, потому что он говорит, что они будут снимать как бы фирменный семинар. Ну, это же у него фирма, то есть, но он разрешил мне поснимать так, просто его продукты. То есть это вот он изобрел вот эти вот базы для инхрустаций. В общем-то, используются моторы обыкновенные, там или бошевские, или еще какие-то. Очень такие точные микронастройки на них, подсветка. Такое вот удобство. Удобство именно для вот этих вот инкрустаций. И какие-то работы, которые он делает. Вот он показывает, как их делать. Это, может быть, вы слышали, Woodpeckers. Это как дятел по-русски. Такая фирма. И вот они сами на CNC машинах клепают из алюминия, из пластика. Этот мужик, в общем-то, и владелец этой фирмы. Это его жена. То есть он достаточно сильно поднялся за последние 15 лет. Разработал некоторые свои системы, некоторые скопировал. Зажимы, которые вставляются вот такие. Зажимать детали на фрезер, торцевать. Такие сверхточные линейки. Его жонку попросил показать мне их фирменный подъемник и упор на фрезерном столе. Он показывает, что вначале надо его опустить. Она хочет показать, как он работает. Макронастройка, говорит, микронастройка. Он говорит, что микронастройка мало кто еще вообще и пользуется. Ну, можно, если надо. Там какие-то микроны, наверное. Вот это колесико маленькое, которое под ее пальцем. То есть, а большое колесико... Все алюминиевое, все такое прочное, сделанное в Штатах. А вот так она выглядит снизу. Да, вся эта система. Она говорит, что там все литое, все сверхточное, там подшипники какие-то там. Вот. Короче, качество хорошее. Ну, в общем-то, эта фирма достаточно известная, по крайней мере, здесь, в Новом Свете. Относительно новая, как я говорил, лет 15 и всего. То есть, а так известно она стала, может, лет 5 назад. Чуть больше, может. Такие вкладыши идут к этому подъемнику. Ключ такой, вкладыши эти выкручивать. То есть наборы можно купить разные там. Или с вкладышами, или без. Можно это все сразу купить, соответственно. Показывает, в общем-то, все это дело. Столешница мне не особо понравилась. Такая она довольно хлипкая. А вот упор достаточно хорошо сделан. Посмотрел там T-слот, микронастройки там. Все как надо сделано. Все это надированный алюминий. Аккуратно сделано. Можно независимо друг от друга эти два упора двигать. Правда, я особо не знаю, для чего это так. Разве что использовать его как фуганок. По-моему, людей, у которых есть такие фрезерные столы, так уже фуганок точно будет в мастерской. Система преудаления она показала. Говорит, что эти T-слоты тоже они как бы независимые. Тоже, опять же, не знаю, для чего так делать независимые T-слоты. Ну и вот там еще и микронастройка выброса. Она говорит, что там, если увидишь, то вот там по линейке она немножко двигается сейчас. Каждый оборот там сколько-то микрон будет. Вот. Это уже пошла другая тема. Я пошел дальше. Для тюнинга замков различных. Скользкие эти пластиковые доски можно там сделать на упор, на циркулярку или на фрезерный стол. Какие-то там расчески. Короче, всякие вещи, чтобы доработать свои станки. Это какой-то такой бюджетный или полубюджетный фрезерный столик, я смотрю, за $130. Столик меня особо не впечатлил, а вот короб под него достаточно прикольный. Там был даже короб внутри короба для полиудаления. А это уже известная фирма Carter.
Этот мужик, кстати, по-моему, тоже владелец этой фирмы, если не ошибаюсь. Они делают очень много вот таких вот доработок для ленточных пил своеобразных и также для токарников. Вот это вот, кстати, для токарника. Лазерный прицел показывает, как ты далеко ушел, углубился. А это уже другая приспособа для того, чтобы такие полукруги делать. Их можно делать маленькие, большие, более заваленные, менее заваленные. Там микронастройки на них есть, это он демонстрирует, как она работает. Для тюнинга ленточных пил вместо блоков таких квадратиков. Для ультратонких пил, видите, как она, получается, там подшипник стоит с прорезью, и как бы тоненькая пила упирается задней частью в нее. А это быстрое ослабление натяжения ленточки. То есть раз, все. А тут какие-то бабушка с дедушкой сидели, резали резчики. Вот женщина показала какой-то, говорит, это в этом году вышло. Бурильная машинка такая, моторчик внутри, а вот этот провод идет к батарее. Батарея хватает на 3 часа, на ней регулировка скорости. Говорит, она заряжается за часов 6, наверное, говорит. То есть это она там показывает, вот эта батарея. Сейчас она еще и к сети подключена. Но, в принципе, говорит, 30 тысяч оборотов в минуту она развивает. И достаточно-таки тихо. Вот она, говорит, сейчас отключила от сети. И так, говорит, я часа могу 2-3 работать на ней. Я говорю, тут можно вообще там на даче где-нибудь или в палатке. Вот эту вот утку она сказала, что она вырезала с помощью этой штуковины. А здесь, ребята, тот срез, который в начале был, они каким-то образом вычислили, в каком году какие-то были различные события. Вот видите, там 800 год. То есть, наверное, это какая-то была секвойя или что-то, которое там больше 1000 лет. И вот мы видим какие-то события по кольцам. Это, конечно, поражает воображение. Когда наша жизнь сжимает вообще в нечто эфемерное, когда смотришь на такие вещи. Ну, а сама сердцевина я уже даже не знаю. То есть это, наверное, сердцевина чуть ли не Христа видела. Это, конечно, интересно. Друзья, это был конец второго дня. Завтра я после работы зайду еще раз, кое-что там еще не доснял. Так что ждите продолжения. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие ролики. Потому что у меня будет там еще и мастер-классы будут, еще будет много роликов с этого шоу. До свидания.